Когда Галилео Галилей впервые посмотрел на Сатурн в 1610 году, его телескоп был слишком примитивен, чтобы разобрать детали, и он записал в дневнике: «У Сатурна есть уши». Лишь спустя полвека христиан Геогенс понял, что это не уши, а нечто кольцеобразное, тонкое и ровное. Так началась история самого красивого недоразумения в Солнечной системе. И чем точнее становились инструменты, тем больше они напоминали не идеальную конструкцию, а гигантский след разрушения. И сегодня, в 21 веке, когда компьютерные симуляции и зонды вроде Кассини открыли нам внутреннюю механику этой планеты, выяснилось: красота Сатурна возможна, но только после катастрофы. Когда Voyager 1 и Voyager 2 пролетели мимо Сатурна в начале 1980-х, они передали на Землю первые крупные планы его колец. На фотографиях видно не гладкое сияние, а сложную резную структуру, сотни тысяч концентрических дуг, тонких линий, светлых и темных полос. Исследователи впервые установили что-то, что с Земли кажется сплошной поверхностью, на самом деле представляет собой скопление миллиардов отдельных тел, от ледяных глыб размером с военкомат до мельчайших частиц пыли, иногда менее миллиметра, вращающихся в совершенно динамической системе. Общий диаметр кольцевой системы достигает примерно 280 тысяч километров. Однако толщина колец чрезвычайно мала, от 10 до 300 метров, поэтому в профиль они почти невидимы. Кольца Сатурна делятся на несколько основных структур, получивших условные обозначения. Кольцо D ближайшее к планете, очень тонкое и темное. За ним идет кольцо C, также называемое внутренним прозрачным. Оно более плотное, но все еще полупрозрачное. Затем яркое широкое кольцо B, которое содержит большую часть массы системы и демонстрирует чередование светлых и темных полос. Кольцо A, лежащее за кольцом B, чуть менее плотно и разделено от него знаменитой щелью Кассини, ширина которой достигает 4800 километров. Внутри кольца A иногда видны узкие деления, известные как щели Энки. Более удаленные кольца включают узкое темное кольцо F, колеблющееся и раздробленные на плотные арки, а более слабые рассеянные кольца G и E, простирающихся на сотни тысяч километров от планеты и состоящие в основном из крошечных ледяных частиц. Такие частицы в системе движутся по собственной орбите, подчиняясь законам гравитации, но при этом взаимодействуя с другими телами через приливные силы Сатурна и гравитационное влияние его спутников. Эти силы создают сложные резонансы, формируют щели и арки, а также удерживают кольца в устойчивой, но постоянно изменяющейся структуре. В результате система колец выглядит одновременно хрупкой и совершенной, словно гигантская космическая мозаика, где каждая мельчайшая частица играет свою роль в динамическом балансе целого. Но возникает вопрос: откуда же взялись эти частицы? Почему кольца Сатурна почти чистый лед, ничтожной примесью камня и пыли? И если они такие огромные, могли ли они существовать всегда? Долгое время ответ казался простым. Согласно стандартным гипотезам, кольца – это остатки того же материала, из которого когда-то формировались спутники. Когда Сатурн возник 4,5 миллиарда лет назад, вокруг него вращался диск из газа, пыли и льда. Из этого вещества должны были слиться луны, но часть осталась в зоне, где притяжение планеты не позволяло телам объединяться. Это объясняло бы, почему кольца расположены внутри границы Роша, той самой орбиты, на которой приливные силы планеты сильнее гравитации самих частиц. Там спутники не рождаются, они распадаются. Эта гипотеза просуществовала десятилетия. Она была логична, проста и, как это иногда бывает в науке, ошибочна. Первые сомнения возникли, когда исследователи поняли, насколько кольца яркие. Отражательная способность альбедо у них почти как у чистого снега. Это значит, что материал отражает около 90% солнечного света, как и на Земле, пока не становится желтым.
Если бы кольца существовали миллиарды лет, они давно потемнели бы от микрометеоритной пыли, радиации и химического старения льда. Даже с учетом того, что Сатурн далеко от Солнца, за миллиарды лет кольца должны были превратиться в темный и слипшийся мусор, но они все еще блестят. Это было странно и подозрительно. Позднее данные с миссии Кассини, проработавшие у Сатурна с 2004 по 2017 год, начали менять картину. Космический аппарат провел десятки пролетов между кольцами, измерил их массу, состав, скорость загрязнения и даже скорость дождя из частиц, падающих на планету. В последний месяц миссии, во время так называемого «большого финала», когда Кассини буквально нырял между кольцами и атмосферой, приборы зафиксировали, что вещество колец не просто лед, а лед почти химически чистый, без признаков древней эрозии. Если кольца были бы древними, то за миллиарды лет на каждый килограмм льда в них накопились бы десятки граммов пыли. Но наблюдения показали, что загрязнение не превышает 1%. Это значит, либо кольца очень молодые, либо на них действует неизвестный процесс самоочищения. Одно из предположений звучит так. Кольца образовались сравнительно недавно, от 100 до 400 миллионов лет назад, когда на Земле ходили еще гуманоиды. Другое, что кольца могут быть древними, но постоянно обновляются. Старые частицы падают, а новые выбрасываются из разрушенных спутников. И только в этом году модели, созданные с использованием суперкомпьютеров, показали, если несколько крупных ледяных спутников Сатурна столкнулись, то их ледяные мантии могли выбросить гигантское облако обломков, часть которых оказалась за пределами устойчивых орбит. Эти обломки растянулись вдоль орбитальных линий, столкнулись и начали дробиться. Каменистые ядра спутников упали обратно на планету и сформировали новые луны, а более легкий лед остался у границы Роша, где не мог слиться обратно в тело. Так родились кольца и, возможно, несколько малых ледяных спутников, которые мы видим сегодня. Именно это ключ к пониманию всей сатурнианской системы. Кольца и луны не разные миры, а части одного процесса, в котором разрушение одних тел становится основой рождения других. Когда компьютеры научились просчитывать гравитационные взаимодействия тысяч и миллионов тел с точностью, недостижимой для прежних поколений, новая история Сатурна буквально ожила на экранах. Исследователи начали запускать симуляции, цифровые реконструкции древних катастроф, где ледяные луны сталкивались, дробились и рассыпались вокруг планеты. Эти виртуальные эксперименты, впервые проведенные с высокой точностью, показали, что сценарий разрушения спутника почти неизбежен при определенных условиях. В одной из таких симуляций два спутника, каждый примерно с радиусом 500 километров, тела размером с Диону и Рею, пересеклись на орбите, где приливные силы Сатурна растягивали их до предела. Моделирование показало, что при столкновении со скоростью всего несколько километров в секунду ледяные оболочки этих спутников буквально испарялись в потоках обломков. Каменные ядра более плотные уходили в глубину планетного притяжения, а миллиарды тонн льда выбрасывались в орбитальное пространство. Спустя считанные часы цифровая модель показала, вокруг Сатурна начинает формироваться гигантский плоский диск, плотный, сверкающий и пока что нестабильный. Так появились кольца. И в каждой симуляции обломки неизбежно концентрировались в пределах границы Роша, той самой, где гравитация Сатурна сильнее внутренней связи спутникового материала. Это естественный фильтр, отделяющий тех, кто может стать Луной, от тех, кто обречен быть пылью. Более того, современные данные Кассини удивительным образом вписывались в эту картину. Когда еще в 2017 году аппарат завершал свою миссию, он в последний раз пролетел между внутренним краем колец и атмосферой Сатурна. Его приборы регистрировали поток частиц, падающий вниз, водяной лед, органика и микроскопические крупинки кремния. Этот кольцевой дождь оказался в 1000 раз интенсивнее, чем ожидали. Кольца буквально испарялись на наших глазах. По оценкам НАСА, Сатурн теряет из-за этого процесса около 20 тонн материала каждую секунду. Если такая скорость сохранится, то через примерно 150 миллионов лет
кольца исчезнут полностью. Это число совпадало с возрастом, который давали симуляции разрушенного спутника. Получалось, что кольца Сатурна и их медленная гибель – части одного цикла. Катастрофа породила их, и они все еще переживают ее последствия. Более того, появилась одна из самых обсуждаемых гипотез в последнего десятилетия. Было предложено существование спутника, который давно уже исчез. Кризалис или Кокон. Около 150 миллионов лет назад в системе Сатурна, вероятно, произошло катастрофическое событие, коренным образом изменившее ее облик. Этот ледяной мир был примерно 700 километров в диаметре, немного меньше современных спутников. Он обращался вокруг Сатурна на расстоянии примерно 150-200 тысяч километров, где орбитальные скорости достигали 15-20 километров в секунду. Со временем орбита ушедшего спутника стала нестабильной из-за приливных взаимодействий между Сатурном и его крупнейшим спутником. Тем временем Титан постепенно отдалялся от планеты, меняя гравитационный баланс систем, и Кризалис начал отклоняться от своей прежней траектории. Его орбита становилась все более вытянутой, пока спутник не подошел слишком близко к Сатурну. Оказавшись за пределами устойчивости, Кокон был разорван мощнейшими приливными силами планеты. Часть обломков упала на Сатурн, но значительная доля материала осталась на орбите. Из ледяных и каменистых частиц образовались яркие кольца, которые мы видим сегодня. Это и объясняет, почему кольца Сатурна относительно молоды. Одновременно с разрушением Кризалиса изменились и параметры движения других спутников. Орбита Титана стала более вытянутой, а ось вращения Сатурна получила современный наклон в 26,7 градуса. Таким образом, гибель Кризалиса не только создала грандиозное украшение планеты, но и изменила всю динамику системы. Его название оказалось символичным. Как Кокон превращается в бабочку, так и разрушение этого спутника раскрыло скрытую красоту колец, став одним из самых зрелищных событий в истории Солнечной системы. Тем не менее, споры не стихали. Некоторые исследователи, особенно японская группа под руководством Рюки Хёда, настаивали, что кольца могут быть значительно старше. Их аргумент строился на другой физике. Микрометеоритные столкновения не просто загрязняют лед, но и выбивают загрязнение, создавая эффект самоочистки. Если частицы сталкиваются достаточно часто, то грязный поверхностный слой выбрасывается в космос, и на его месте остается чистый лед. В этом случае кольца могли бы быть древними, возможно, ровесниками самого Сатурна, но теперь это сложно доказать. Да, если бы только можно было стоять на одном из колец Сатурна или парить над поверхностью, как делал это зонд Кассини, мы бы увидели не сплошной диск, а бескрайний океан замерзших обломков. Между ними километры пустоты. Частицы движутся со скоростью десятков километров в секунду, сталкиваются, дробятся, расталкивают друг друга приливными силами. Там нет тишины. Кольца звучат, если бы только звук мог проходить сквозь вакуум. Возможно, этот звук похож на водопад из кристаллов звездной пыли. По сути, кольца Сатурна – это лаборатория небесной механики в чистом виде. В них живут резонансы, волны плотности, спиральные структуры, порожденные орбитальными колебаниями спутников. Маленький Энцелад, например, создает волновые узоры в кольце И, выбрасывает в пространство фонтаны водяного пара из своих гейзеров. Янус и Эпиметей, два крошечных спутника-партнера, меняются орбитами каждые 4 года, вызывая гравитационные колебания в кольце А. Современные симуляции показывают, после разрушения крупного спутника часть обломков действительно могла снова собраться в более мелкие луны, и именно они сегодня вращаются у края колец. Мимос, Янус, Пандора, Прометей, возможно, все они наследники катастрофы. Их орбиты почти идеально соответствуют границам основных колец, словно они образовались из того же материала и просто не успели уйти далеко. Но кольца Сатурна, несмотря на их грандиозный вид и устойчивость на первый взгляд, являются временными и динамическим образованием. Современные наблюдения и модели показывают, что они постепенно исчезают, и этот процесс уже идет. Основная причина –
взаимодействия материала колец с магнитосферой и верхней атмосферой планеты. Частицы колец состоят в основном из водяного льда с небольшой примесью силикатов и органических соединений. Под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца, микрометеоритных ударов и электрически заряженных частиц плазмы Сатурна они теряют массу, разрушаются и изменяют орбиту. И частицы, испытывающие электромагнитные и гравитационные возмущения, постепенно дрейфуют к планете. Считается, что в будущем кольца могут временно возродиться при разрушении очередного спутника или захваченном астероиде, подобно тому, как гипотетически это произошло с Кризалисом. Однако нынешние кольца находятся уже в стадии деградации, и процесс их исчезновения необратим. Но возникает вопрос, а мог бы Юпитер стать как Сатурн, если бы разрушил свои луны? Да, он действительно мог бы обзавестись системой колец, напоминающей по виду и структуре сатурнианскую. Такой сценарий объясняется законами небесной механики и, прежде всего, действием предела Роша. Расстояние, внутри которого приливные силы планеты превышают собственное притяжение спутника. Если одна из крупных лун Юпитера оказалась бы в пределах этой критической зоны, она не смогла бы сохранить целостность. Гравитационные силы планеты растянули бы ее и разорвали на обломки. Из этих обломков образовался бы кольцевой диск, хаотическая смесь пыли, льда и камня, распределившиеся вдоль экватора планеты. В отличие от Сатурна, современный Юпитер имеет лишь тонкие, едва различимые кольца, состоящие в основном из пыли, выброшенной при микрометеоритных ударах по его малым спутникам. Но если бы разрушение произошло с участием массивной Луны, например, Европы или Ио, количество выброшенного материала было бы огромным. В результате Юпитер на некоторое время действительно стал бы похож на Сатурн, гигант, окруженный сияющими кольцами, которые видно даже с Земли. Однако эти кольца были бы недолговечны. Под действием гравитации солнечного ветра и электромагнитных процессов частицы постепенно осели бы на планету или вновь собрались бы меньшие спутники. Можно ли представить подобный сценарий для Земли? Теоретически да, но вероятность крайне мала. Предел Роша нашей планеты расположен ближе, чем орбита Луны, поэтому при нормальных условиях разрушение спутника невозможно. Кроме того, масса и гравитация Земли слишком малы, чтобы удерживать плотную систему колец. Даже если бы они возникли, солнечные излучения и атмосферное сопротивление быстро бы рассеяли их. Да, и не будем скромничать, вряд ли мы смогли бы наблюдать это событие долго. Ну а пока кольца Сатурна не вечное, но все же украшение нашей Солнечной системы, балансирующее между гравитацией, электромагнетизмом и термодинамикой. Со временем они превратятся в едва заметный пояс частиц, а через несколько сотен миллионов лет Сатурн вновь станет планетой без колец. Такой, какой он был на протяжении большей части своей истории.